В жизни существует система. Она делит всех на классы. Отличительной особенностью этой системы является то, что ты можешь изменить свое положение. И я сделаю все, чтобы поднять свой уровень. Все действия выполнены профессионалами. Блог Сайфиева. Поднятие уровня с Сайфиевым. Всем привет. Довольно долгое время не виделись. Успело многое произойти. Я сдал все экзамены. Представляете, я выучил все астероиды и сдал фармакологию. Ладно, я выучил не все астероиды. Ощущение, будто я постарел процентов на 20 за этот месяц. Параллельно я работал над этим видео и, конечно, каждый день тренировался. Выполнял свою ежедневную норму. Как и главный герой манхвы, о которой я хочу сегодня рассказать. Поднятие уровня в одиночку. Кому, как не мне, о ней рассказывать. Изначально я хотел поведать о манге под названием «Скала Кен» и уже заанонсил это у себя в Инстаграме. Но, взглянув на это видео, я понял, что соло-левелинг впишется сюда намного лучше. Данная манхва повествует историю молодого человека по имени Сонг Джингву. В его мире есть система. Она определяет твой уровень силы. Особенностью является то, что никакие тренировки не помогут тебе изменить твой уровень, ранг, определенной системой. Главный герой относится к самому низкому рангу, и более того, он самый слабый охотник низшего ранга. В этом мире охотник — это профессия. Их задачей является зачистка подземелий с разного рода существами. Подземелья также делятся на ранги, и охотники разных уровней объединяются для их зачистки. Главный герой, в силу низкого ранга, ходил лишь в рейды на легкие подземелья. В один из таких походов команда главного героя попала в двойное подземелье, уровень которого оказался гораздо выше ожидаемого. Они столкнулись с могущественным врагом. И в ходе данного столкновения главный герой погибает. Но перерождается и получает способность повышать свой уровень за счет тренировок и зачистки подземелий. Теперь он игрок. Он видит уведомления от системы, которые помогают ему в поднятии уровня. А вот как он его поднимал и кем он стал в итоге, вы узнаете сами. А я отправляюсь на тренировку.
Перед работой с дополнительными весами очень важно хорошо размять свое тело. Любое упражнение следует начинать с минимального отягощения. Это нужно для того, чтобы тело вспомнило траекторию движения и подключило для этого нужные мышцы. Затем идет плавное повышение веса вплоть до рабочего. В зависимости от поставленных целей и тренировочной программы, количество повторений будет варьироваться. Перед жимом, помимо верха тела, нужно размять еще и низ. Поэтому на разминке я люблю выполнить около 20-30 приседаний. Это позволяет включить в работу ноги. А уже перед самим жимом могу выполнить такую вариацию мертвой тяги с блином, потому что мне лень идти до гиперэкстензии. Это также позволяет включить в работу бицепс бедра, ягодицы и поясницу. Оптимальным количеством повторений лично я считаю диапазон от 8 до 12. Именно в нем, на мой взгляд, можно максимально эффективно наращивать мышечную массу и при этом повышать свои силовые показатели. Одним из самых важных словосочетаний для человека, который старается заниматься на результат, является прогрессия нагрузок. Прогрессия нагрузок – это на самом деле та вещь, за счет которой и идет ваш прогресс. То есть, если пытаться раскрыть эту тему максимально просто, на сегодняшней тренировке вы можете потянуться 10 раз, а на следующей уже 12. И при этом ваша техника выполнения не ухудшается. И именно это является признаком роста мышц и силы. И по факту, все манипуляции по повышению вашего уровня в зале должны быть направлены непосредственно на эту прогрессию нагрузок. Она может заключаться не только в увеличении количества повторений, но также и, к примеру, увеличении интенсивности тренировки. То есть вы тратили на тренировку около 1 часа раньше, сейчас вам нужно 40 минут. Это также признак прогресса. It's not up for discussion. You control my life, I feel like a fucking puppet. Keep telling me to shut it. Okay baby, alright. I remember nights we were dancing in the moonlight. I remember hiding, I was shy and I had stage fright. I remember crying, I just want you to be alright. Want you to be okay, okay baby, alright. Want you to be okay, okay baby, alright. All I want is you now, all I wanna do
Самая большая загвоздка состоит в плато. Это такое состояние, с которым сталкивается любой человек и в любом деле, в зале и просто в жизни. По-другому можно охарактеризовать это состояние как отсутствие прогресса. Именно его преодоление и является очень важным этапом в тренировках. То есть, если сейчас ваши показатели растут, то вы все делаете верно и ничего изменять не нужно. Но, к примеру, если ваш жим не увеличивается уже долгое время, с учетом того, что вы пытаетесь его увеличить, то стоит задуматься о периодизации, то есть каком-то изменении в тренировках, в питании, в режиме. Изменить что-то, что позволит вам преодолеть это плато. Подробнее я расскажу об этом у себя на Бусти в ближайшее время. Если вы не хотите с этим сталкиваться, то ссылка в описании. Также про тренировочную программу хочу отметить невероятно важную вещь. Это упражнения. Многие из вас только начинают заниматься, и я хочу, чтобы вы начинали правильно. Вам стоит выбрать упражнения на разные мышечные группы, которые вам нравятся и вам подходят. Это очень важно, вам не стоит распыляться на большое количество упражнений. Вам нужно выбрать какое-то определенное число и стараться повышать силовые именно в них. И делать это по факту бесконечно, пока вы просто не упретесь в плато. А затем уже думать над методами преодоления этого застоя.